в 2 раза мощнее, в 2 раза больше световых пресетов, Sirui 97+, 2 батарейки, все это Yongnuo 660 LED. Это новое поколение, обновленное предыдущей версии Yongnuo 363 Pro, но тут они изменили все и сделали ее сначала. Давайте распаковывать. Коробка в этот раз большая, целых 82 сантиметра в длину, 12 и 16 в толщину. Открываю первый раз. Ну ладно, не первый раз. Внутри положили вот такой вот красивый, обалденный кейс. Он из такой типа джинсовой ткани. Очень приятный на ощупь, с фирменным логотипом. Есть ремешочек. Ну что, посмотрим, что внутри. А внутри лампа. Она выглядит очень футуристично. Она в 2 раза толще, в 2 раза тяжелее предыдущей модели. В ней 2 раза больше светодиодов. Дальше идет рассеиватель для софтбокса, сам софтбокс и документация. Также силикагель. Все. Больше ничего не положили. Ни зарядку, ни аккумуляторы, ничего. Но давайте все-таки посмотрим саму лампу, подключим и включим ее. Красота. Включается лампа вот таким маленьким рычажком. Я обнаружил, что когда включаешь, тут появляется кнопочка, которую можно нажать, но она ничего не меняет. Для чего появляется кнопка? На самом деле это просто механизм, видимо. Лампа очень яркая. Температура у этой версии меняется с 2000 до 9000 кельвинов. Вот это 2000 кельвинов. И плавно меняет до 9000 кельвинов. У самой лампы функциональны 3 кнопки и джойстик, который можно нажать для того, чтобы выбрать предустановки между мощностью и температурой. И также при долгом зажатии можно менять мадженту, то есть отклонение до единицы либо в синий, либо в красный, чтобы менять оттенок света. Центральная из 3 клавиш позволяет менять 2 режима. Это выбор температуры режима, обычный белый свет, и изменять каждый оттенок по отдельности. Менять мощность, менять цвет, оттенок и его значение от 0 до 360 градусов. Можно выбрать совершенно любой оттенок, мощность, интенсивность света. Красота. И крайняя кнопка FX. Она позволяет выбрать один из 31 пресета. В этой лампе находится 670 светодиодов, 120 из них RGB. К сожалению, работать эта лампа будет только от 2 аккумуляторов. Первый и второй с 2 сторон. У меня нету 2 одинаковых, поэтому они сейчас стоят разные. Это единственный минус этой лампы. Из разъемов есть штативная резьба внизу. Кстати, площадка снизу прорезинена, я только сейчас заметил. Сверху находится только информация графическая, ничего больше нету. Кроме одного штативного разъема, больше никаких штативных разъемов нигде не предусмотрели. Ни сбоку, ни в ручке. Но держать как ручку эту лампу стало очень удобно. Прям максимально. Она выглядит максимально футуристично. Теперь можно как фокус-пуллер стоять и менять цвет. Это очень классно. В Yongnuo 363 Pro был беременный аккумулятор спереди. Сейчас это убрали. Очень удобно сделали по бокам с 2 сторон. Но работа только от 2 аккумуляторов. Если у вас есть только один аккумулятор, извини, брат,
но ты работать с этой лампой не сможешь. В комплекте аккумулятора и зарядка не идут, как я уже сказал. Давайте посмотрим софтбокс, который идет в комплекте. Рассеиватель и сам софтбокс. Так, крепим сотый софтбокс. Я не знаю, как это назвать. Прикрепляется это все на липучке. Становится это вот в таком виде. Свет становится более направленный, если кому интересно, зачем это. И можно сделать свет более мягким. Поставим рассеиватель. Итак, переносной софтбокс. Прикольно. Надо 2 такие купить, поставил и снимаешь интервью с хорошим качественным светом. Ничего не зеленит, не краснит, а если что, можно придать и оттенок картинке. Весь тон не сильно тяжело. Для моей руки килограмма 1,5-2. Из недостатков, которые я заметил лично для себя, это отсутствие блока питания и аккумулятора в комплекте, в минимальной комплектации. На AliExpress есть комплектации пошире, и там можно докупить, но это будет дорого. Кстати, ссылка на AliExpress и на эту лампу, где будет дешевле всего, я оставлю в описании. Помимо этого, я считаю недостаток слетающий рассеиватель, который я кое-как натянул, он слетел, сейчас пытаюсь опять натянуть, но у меня что-то плохо получается. Да, не без минусов, но в целом вы посмотрите, какая футуристичность. Так часто не нужен будет, вкладывается очень эргономично, так вот наискосок шлеп и шлеп, все. Можно положить в сумочку. Кстати, чуть не забыл сказать про беспроводные устройства. Подключиться к нему можно с мобильного телефона, тут есть Bluetooth. Подключается довольно быстро, у меня подключилось моментально. Также можно использовать пульт беспроводной от предыдущего поколения Yongnuo 363. Я взял эту лампу не глядя, потому что я давно хотел Yongnuo 360, но мне они не нравились, они были пузатые. Это очень классно, очень удобно. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Пишите комментарии, задавайте любые вопросы, я обязательно отвечу на каждый ваш комментарий. Ссылка на эту лампу на AliExpress и купоны будет в описании. До новых встреч!